Республика Горный Алтай – уникальное место на территории России. Здесь пейзажи могут удивить даже самого опытного путешественника. Горы, реки, озера, леса и пустыни – все это можно увидеть на Алтае. А еще на территории республики находится 5 объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них Телецкое озеро, гора Белуха, плато Укок и другие заповедники. В урочище Калбак-Таш можно увидеть петроглифы, которым от 3 до 10 тысяч лет. А еще здесь живет всего 3 человека на квадратный километр. Но обо всем по порядку. Знакомство с Алтаем началось в аэропорту Горно-Алтайска, куда прилетела группа путешественников. В аэропорту их уже ждал автобус. На пазике группа доехала до парковки гостиницы, где они увидели кемперы и стали в них заселяться. Романова, 548-я. После небольшого инструктажа группа двинулась колонной в сторону Телецкого озера. По плану на день был запланирован переезд до озера и ночевка на берегу в отеле. Дорога пролегала через живописные виды, которые невозможно было проехать без остановки. К вечеру группа добралась до отеля и, отведав блюдо национальной кухни, стала отдыхать. Утром нужно было погрузить тароходы на баржу, а после завтрака отправиться на скоростной лодке по Телецкому озеру и познакомиться с его достопримечательностями. Телецкое озеро входит в 30-ку глубоких озер мира. Также занимает 2-е место в нашей стране по запасам пресной воды, то есть после озера Байкал. То есть примерно по подсчетам ученых на 9 лет хватит нашего запаса, то есть стратегическим запасом пресной воды является. С этой горы начинается Алтайский государственный природный заповедник, то есть который был еще основан в 1932 году. То есть по сей день существует заповедник. В 2008 году ему был присвоен статус биосферный заповедник. Площадь заповедника составляет 881 тысячу гектар, что примерно где-то занимает около 10% площади Горного Алтая. Практически до границ Монголии доходит, а в ширину максимально заповедник около 50 километров, то есть граничит с республикой Хакасия и с республикой Тыва. Группа посетила 12-метровый водопад Корбу, вкусно отобедала жареной рыбой из озера и отправилась дальше, догонять баржу с машинами. Выгрузившись на берегу озера, группа встала на ночлег на песчаной косе.
Утром зарядка с водными процедурами, а на завтрак уже ставшая традиционной яичница из казана да кофе. Подкрепиться вместе с путешественниками прилетели беркуты. Их угостили сырым мясом, а за это птицы важно и гордо кружили вокруг лагеря, чтобы каждый успел сделать их фото на память. После успешной фотоохоты сборка лагеря и в путь. Ведь путешествие только начиналось. Погнали! Он один у переправы. Влюбленных много, он один. Влюбленных много, он один у переправы. На правом берегу реки Чулышман стоят необычные каменные глыбы – каменные грибы. Такие формы образуются в результате выветриваний и водных эрозий отдельных горных пород. Каменные грибы образовались в ущелье из глыб прочных пород. С годами более мягкие породы камня размывались под действием осадков, образуя ножку гриба, который постоянно рос. Таким образом, получилась компания из каменных грибов, которые надежно спрятались в ущелье. Высота этих грибов достигает 7 метров, но есть грибочки и поменьше. Пока часть группы осматривала природные творения, другая ждала внизу с горячим обедом. Но много времени терять было нельзя. Нужно ехать, ведь впереди ждал подъем по перевалу Кату-Ярык, а его нужно было пройти засветло. Открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 года по инициативе директора совхоза «Советский Алтай». Протяженность подъема почти 4 километра и 9 поворотов на 180 градусов. Высота от подножья 900 метров. Когда последний автомобиль поднялся наверх, начало заметно темнеть, поэтому недалеко от перевала был разбит лагерь и начались приготовления ужина. Поутру все восхитились прекрасным видом на долину реки Чулышман и отправились на фотосессию. После фотосессии плотный завтрак и по машинам. Перегон на день был большим.
нужно добраться до Чуйского тракта. По пути, конечно, делали остановки. Хотелось полюбоваться живописными видами на горные озера, леса, сделать фотографии. Впереди путешественников ждали Красные ворота, природная достопримечательность Алтая. Дорога проходила между высоких скал ярко-красного цвета. Съехав с Чуйского тракта, ночевку решили организовать с видом на Северо-Чуйский хребет. Вдохновившись видом на горный массив, путешественники повторили рекламный трюк Жан-Клод Ван Дамма. А после этого отправились в сторону Монголии. Осмотрели поселок Бельтир, который почти полностью был уничтожен после землетрясения в 2003 году, и поехали дальше по долине реки Талдура. Форсировали реку и поднимались по склону горы. А когда нашли ровную площадку для лагеря, остановились и устроили дневку. На следующий день была фотосессия у реки. После путешественники поехали на поиски ледников в Карагемском перевале.
реки оказались далеко, но потрясающие виды на горный массив компенсировали это. Слушайте, а гор-то сколько? Это вам не вот тебе хребет один. Тут массив горный. Офигенно. В Соболе совершенно другие ощущения. Ты едешь высоко, и у тебя все вот скачки, они ощущаются как вот такое полутабуреточное такое существование, но очень круто, очень. А детки сзади вообще там вах-вах-вах-вах-вах. Такие подпрыгивать на кочке. Молодцы, девчонки. Но бойцы смелые. Правда, трясет, как в лагере на заднем сиденье. Ну, нормально. Ну а дальше спуск по каменистой дороге в лагерь, вкусный ужин и беседы у костра под треск древесины и звуки реки. Утренняя погода немного опечалила путешественников. Под утро пошел сильный дождь, и выбраться с места стоянки оказалось сложнее, чем спуститься. Но для внедорожных автодомов это не проблема, а участникам экспедиции, наоборот, развлечение. Несколько мгновений, и машины озорно забрались на горку. Переменчивая погода не внесла никаких изменений для маршрута. На сегодня запланирован большой прогон почти до границ УКОКа. Утром выглянуло солнце, и вчерашний мрачный пейзаж заиграл совсем по-другому.
По дороге участники экспедиции увидели малую гидроэлектростанцию, которая снабжает село Белиши. До запуска этой станции электричество давал дизель-генератор, и всего на несколько часов в сутки. Недалеко от села находится степь Самаха. Именно туда и отправились путешественники. Но чтобы попасть туда, нужно было сначала проехать по деревянному мосту и оказаться на другом берегу реки Аргут. Проехав по степи, путешественники спустились к слиянию двух рек Аргут и Коксу. Погода была прекрасная, было тепло, светило солнце. Путешественники даже искупались в холодной горной реке, а ведь температура воды была ниже 10 градусов. Торопиться было некуда. По плану на следующий день была запланирована обзорная поездка на Карагемский прорыв. Поднявшись наверх, встретили группу пеших туристов и решили им помочь – спуститься всем вместе на машинах. Такой помощи туристы были очень рады. Новых попутчиков распределили по одному в каждую машину. По пути все общались и узнавали друг у друга о путешествии и впечатлении об Алтае. А напоследок женский коллектив экспедиции исполнил для иностранцев «Катюшу». Ходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила. От Катюши передай привет. Так прошли 2 дня на слиянии рек. Теперь нужно было ехать дальше. Возвращаться через Кош-Агач и далее по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска. Последняя ночевка на природе была рядом с недостроенной гидроэлектростанцией. Приехали засветло, искали площадку поудобнее и готовили ужин с красивым видом. В заключительный день экспедиции путешественники посетили озеро, вода в котором необычного ярко-голубого цвета. Посетили экскурсию в Калбак-Таше и увидели древнейшие петроглифы.
За этот день группа увидела слияние реки Катунь и Чуи и успешно доехала до Горно-Алтайска. Поужинали и заселились в гостиницу. Завтра ждал самолет в Москву. На этом путешествие заканчивалось. Прошло оно великолепно. Больше всего везло с погодой. А все потому, что... Потому что мы хорошие люди и грешим по мелочи. Исключительно только.